Всем доброй ночи. Друзья мои, я хочу сегодня поговорить с вами о приметах. Об известных и малоизвестных приметах, но в любом случае о приметах, которые вам нужно будет знать. Вы знаете, к этому можно относиться по-разному. Можно посчитать это суеверием, можно посчитать это несерьезностью. Но на самом деле, я еще раз повторю, что древние люди были очень разумны, когда они следовали всем законам природы, всем приметам и, собственно говоря, от этого выигрывали больше, чем мы с вами. Ну, например, не строили они дома возле погостов. Например, они не жили возле гиблых мест. Они не гонялись за материальностью настолько, насколько гоняются сегодня, и не учитывают абсолютно законы мироздания, строят возле кладбищ, ходят на работу через кладбище, обратно идут через кладбище, с детьми в колясках гуляют по кладбищу и так далее. И из-за этого очень много нехорошего привлекают в свою жизнь, потом удивляются, гадают, от чего так все плохо, почему так все не устроено и прочее, прочее. Тем самым, при этом не задумываются, что они нарушают определенные законы Вселенной, вселенского равновесия, а значит, получают за это. Итак, некоторые самые такие нужные приметы, которые нужно соблюдать, которые нетрудно соблюдать, и если это сделать своей привычкой, то ваш дом будет намного чище, более благополучнее, и привлекать будете туда больше добра, больше блага, больше денег и удачи. Это приметы, касаемые вашего дома. Давайте обсудим некоторые из них и самые такие нужные, которые вам нужно знать. Значит, первое – веник. Веник нельзя ложить, нельзя ложить правильной стороной, то есть той стороной, которую мы подметаем. Веник должен стоять на ножке. Почему так? Потому что веник, который не стоит на своей ножке, подметает из дома все добро, метет. Понимаете? Так что веник метелкой вниз ставить нельзя. Только на ножку ставьте. Вот когда вы начнете ставить веник на ножку, вы почувствуете, что у вас в доме держатся деньги, что они идут они тратятся для определенных хороших целей. Но не наоборот, они не уходят на непредвиденные расходы и прочее, прочее. Так что веник обязательно ставьте на ножки. Это раз. Где-нибудь в таком месте поставьте, в углу, например, чтобы она стояла. Второй момент. Мусор из окна не выкидывайте, потому что возле окна стоит дух-хранитель. И когда вы выкидываете мусор или плюете в окно, неважно, на каком этаже вы живете, вы обижаете эту силу. В конце концов, она оттуда отойдет, и у вас в жизни и в доме начнутся определенные бедствия и проблемы. Мусор в окно не выкидывать. Семечки грызть нельзя, если вы хотите, чтобы у вас были деньги. Особенно люди, которые имеют дело с клиентами, имеют дело с купи-продай, продажами и прочее, прочее. Те, которые грызут семечки, они всегда будут без денег. Не потому, что семечки несут какую-то страшную энергетику, а потому что, когда вы выплевываете жизненную силу, которая внутри вас. Все время плюетесь, и все время выплевывается определенная жизненная сила. Кроме того, свистит. Вот свист идет дома, когда вы свистите, я думаю, что эту примету все знают, да? Можно освистать имущество домового, выгнать добрых духов, нужные силы, которые к вам пришли на помощь, и тем самым обречь себя, опять же, на безденежье. Так что семечки грызть не рекомендую. Если вы грызете семечки, у вас всегда будет нехватка денег. Это вторая, то есть следующая примета. Далее. Ночью не смотрим в окно. Один раз посмотреть в окно, что там на улице творится, это другое. А есть люди, у которых есть привычка сидеть и смотреть в окно. Просто вглядываться в темноту. Не стоит этого делать, потому что вы прогадываете всю свое счастье и будущее. Вы будете в эту темноту отдавать все, что у вас есть в жизни. Если вы сидите
пьете чай или там просто делаете свои дела, и внезапно вздрагиваете, или кто-нибудь из вашей семьи вздрагивает внезапно, то этого человека стоит отчитывать в скором времени, потому что этот человек смотрит в глаза смерти. Мы не видим их, они смотрят на нас. И когда мы встречаемся глазами, то наше подсознание вздрагивает. То есть мы боимся, вот наше подсознание видит эту сущность и вздрагивает. Если вы ни с того ни с сего вздрагиваете все время, глядя на одну точку, это значит, что над вами есть очень большая опасность, и вам надо об этом задумываться. Или над тем человеком, который, собственно говоря, из вашей семьи. Следующий момент. По ночам не говорите о мертвых. Вспоминайте их лучше днем. Не нужно о них говорить по ночам. Не нужно говорить о дьяволе, о сатане, о прочих сильных сущностях, которых боятся люди веками. Не стоит о них говорить ночами. Ночь – это их время, их стихия, и вы привлекаете их к себе. Ночью не стрижем волосы, ногти, уж тем более на себе волосы стричь нельзя, потому что вы укорачиваете свою защиту, свою силу. Этого делать нельзя, вообще вам самой стричь свои волосы нельзя. Сходите к парикмахеру, как бы вам это не было накладно. Самим делать этого нельзя категорически. Своему ребенку тоже не стригите, не нужно, вы кровные родственники. Если до этого вы не знали, далее это не продолжайте. Лучше пускай стрижет другой человек. Мужу можно, ребенку нет. Следующий момент. Постарайтесь по ночам меньше использовать острые предметы. Не потому, что это ночное время, и оно опасно брать в руки, а еще потому, что ночное время мы очень уязвимы. Говорю о простых людях. И говорят, что когда у человека на руке нож, то в него может вселиться определенная нечисть, как говорили в древние времена, и привести человека к преступлению. То есть, если в момент ссоры или разговора или спора вы что-то режете на кухне, постарайтесь нож убрать подальше, потому что есть определенная вещь, которая может вселиться в человека. Человек, не желая того, не понимая, не осознавая, может ударить ножом. Много раз было таких случаев, когда люди потом на суде пытались оправдаться, что они не поняли, как это случилось. Они вроде резали яблоко, тут кто-то что-то им сказал, и они повернулись и ударили со всей злостью. Далее. Не храните дома искусственные цветы. Или сушеные цветы, или камыши. Они приносят мертвую энергетику. Ваша жизнь стоит на месте. Люди, которые очень любят искусственные цветы, люди, которые дома держат искусственные цветы, их энергетика омертвелая. Даже если они богатые люди, в любом случае в самых таких востребованных для них сферах стоит мертвая тишина. Мертвые цветы, искусственные цветы не дарят, не принимают в подарок, и дома хранить их нельзя категорически. Их можно только на кладбище ставить для того, чтобы они выглядели как свежие. Хотя сейчас даже уже на кладбище современные люди его не покупают, эти цветы не ставят. Но есть люди, просто влюбленные в искусственные цветы. Нельзя. Далее. Пустые коробки. Вытаскивайте все пустые коробки, которые у вас лежат в каких-то там шкафах или где-нибудь. Пустые коробки должны лежать либо на полу, чтобы прикоснуться к полу, либо их выкидывайте. Не нужно их копить. Выкидывайте, дорогие друзья, с завтрашнего дня сделайте дома генеральную уборку и выкидывайте пустые коробки. Пустые коробки привлекают пустую энергию, пустую жизнь, опустошают вашу жизнь. Накапливается определенная энергия пустоты в доме, понимаете? Выкидывайте, не надо их хранить. Если вам нужно что-то хранить, положите в эту коробку, в конце концов, чтобы она была полная или там что-нибудь было бы. Понимаете, это то же самое, как с пустыми ведрами проходят, люди пугаются. Почему? Потому что пустая энергия прошла. То есть впустую ты идешь в дорогу, у тебя ничего не получится. То же самое. У вас наверняка дома накопилось полно пустых коробок. Время от времени очищайте свой дом и убирайте эти коробки к черту. Так, нож на столе не оставляйте на ночь. Оно будет резать все ваше имущество и все ваши благополучные дела. Острые предметы, нож,
на столе не оставляем. Хлеб в том числе, если вы хотите покормить домового, я в конце скажу, как это сделать. Выносите время от времени вещи. Лучше вещи отдать людям, которых вы не знаете. То есть оставить и уйти. Внизу, если вы в подъезде, там, если вы в здании живете, в подъезде внизу, оставьте эти вещи, уходите. Это называется умилостивить судьбу. Вы время от времени оставляете хорошие вещи, которые можно носить, но просто вы не хотите, либо там передумали, не знаю, либо они уже немножко малы вам. Вы носите и оставляйте внизу. Пусть люди забирают и носят. Тем самым вы призываете милосердие судьбы. Вы отдаете, и вам будут отдаваться. Если у вас даже бывают такие моменты не очень благоприятные, если у вас постоянно какие-то проблемы, непонятно откуда, выносите вещи и оставьте, и вам сразу станет легче. Разбитые сувениры, разбитые статуи, разбитые там старинные какие-то вещи, которые вам дарили, да, красивые такие предметы интерьера. Если они разбиты, их выкидывайте. Относите, положите вниз, как бы они не были вам дороги. У меня был слон, мне подарили слона из таких полудрагоценных камней. Он был очень красивый, большой слон, но сломал хобот. Я его приклеила, мне было жалко выкидывать. Но я поняла, что начались такие не очень лицеприятные вещи в жизни. Разбитая вещь, сломленная вещь привлекает неудачи. Как бы оно вам ни было дорого, избавьтесь, выносите. Всегда дома поддерживайте чистоту, потому что духи любят чистое пространство. Духи, дарующие благо, дарующие удачу, они любят чистое пространство. Пыльное, засоренное пространство их не привлекает, они туда не идут, а значит, не приносят удачу. Люди, которые чисты дома, да, люди, которые не стесняются в любой момент приглашать вас домой, потому что откроют двери, там чисто порядок и все на местах. Такие люди порядочные в жизни, у них все по полочкам, у них порядок в голове и во всем, во всех отношениях. Но чистый дом привлекает деньги. Как бы вы ни уставали, как бы вам ни было лень, поддерживайте чистоту. У вас всегда будут приходить деньги. Далее. Зеркало напротив двери не вешайте, потому что зеркало отражает все то благое и все то удачливое, что приходит в ваш дом. И если зеркало напротив двери, она будет отражать обратно все, что вам дают духи. Зеркало напротив прям дверей входных не вешать. Если у вас там, скажем, шкаф стоит с зеркалом, значит, перенесите. Но пока у вас это зеркало стоит, у вас благополучия не будет. Не спите там, где много зеркал. Или уберите эти зеркала. Для чего вообще зашторивают и закрывают зеркала, когда человек умирает? Потому что зеркала – это потустороннее пространство. Это двери в потусторонний мир. И древние люди знали, что душа может заблудиться между зеркал и не уйти. И вы, глядя в зеркало, каждый раз будете его видеть. Еще говорят, что зеркало – это как определенное пространство, оно как механически записывает все, что видит за всю свою жизнь, да, если так можно сказать. То есть в старинных зеркалах осталась вся эта вот как кинохроника, жизнь хозяев этого зеркала. Поэтому тоже не рекомендую очень много увлекаться антиквариатом и покупать и прочее, прочее. Если вы не умеете чистить и привлекать в свою сторону, то вы покупаете не только вещь, вы покупаете еще и хозяина вещи с собой. Делает татуировку, я как-нибудь отдельно скажу про это все. Татуировка, не каждая татуировка безопасна. Татуировка змей, скорпионов и прочее подходит только очень сильным людям. Если слабый человек себе это проколет для того, чтобы выглядеть круто, то вот этот дух вот этих сил придет в его жизнь. На него навалятся такие трудности, но из которых он выходить не сможет, потому что в душе он не скорпион и не змея, он кролик. Но он себе проколол вот эти символы. Есть символы, скажем, есть определенные
знаки агрессивных демонов, о которых вы не знаете, но очень красиво выглядит, очень круто, и молодые себе это прокалывают. Через некоторое время у них либо сумасшествие начинается, у них либо трудности начинаются, то спивается, то начинает колоться и прочее, прочее. Они привлекают силу агрессивных демонов в свою жизнь. Есть определенные знаки, в которых, значит, воплощение, определенных слов. За деньги отдам душу. Деньги дают, приходит очень много имущества, очень много хорошего, но при всем этом человек теряет свою жизнь, любимых всех хоронит, остается один, но очень богатый и преуспевающий. Понимаете? Поэтому с татуировками будьте очень осторожны. Не каждому человеку можно их проколоть, и не нужно себя засорять татуировками до такой степени, чтобы на вас просто пробы негде было ставить. Это все определенные символы, которые вы привлекаете в жизнь. Постарайтесь поменьше в жизни, в семье и на одежде, и на предметах держать символ смерти. Это вам ни к чему. Символ смерти, и я, занимающаяся магией, уже сама не знаю, с какого времени, я и то не очень любитель символа смерти. Если вы заметили, я только на определенных ритуалах это показываю, а так у меня больше привлекательные, красивые вещи, которые радуют глаз. Но я стараюсь символы смерти особо не выставлять, не потому что это эстетичный, то есть не эстетичное, да, это доставляет определенный неприятный осадок. Кроме того, символы смерти привлекают ту самую силу, которая есть. И мне-то это безопасно, но простому человеку это опасно. Поэтому с черепами, со всякими могильными крестами и прочее не нужно свою жизнь привлекать. Очень внимательно относитесь к аватаркам в интернете. Хотя это и есть интернет, но в любом случае по аватару можно о человеке говорить очень многое. Да? Например, аватар Масяни может сказать о том, что человек даже в этом возрасте недоразвит. То есть и кумир этого человека, вот это недоразвитое создание, которое мультяшный герой. Да? Вот уже по одному символу сколько можно сказать о человеке. О человеке можно сказать по его определенным статусам, какие статусы он ставит, какие фотографии он ставит и прочее. Поэтому, когда вы заходите и видите вот эти могильные кресты и прочее, этот человек не очень адекватен. Очень многое могут сказать и определенного характера, сексуального или порно-характера, скажем, фотографии. Об этом, то есть это говорит о том, что у человека озабоченность, внутренняя озабоченность, неудовлетворенность, агрессия на весь мир, на саму себя. Постарайтесь не трогать вот эти символы смерти, кресты, готические символы и прочее. Еще раз вам говорю, что эти мрачные символы, они не просто красивые картинки, которые можно поставить и при этом круто выглядеть. Эти мрачные символы привлекают в жизнь очень много неудач и ненужного. И родители должны следить за своими детьми. Родители должны иметь право следить, у них должен быть авторитет, запрещать своему ребенку подобные вещи ставить. Следите за жизнью ваших детей. Посмотрите, чем они занимаются. Смотрите, какие символы они ставят. В будущем, когда у них начнутся проблемы в жизни, когда у них комната милиции постоянно будет вам звонить и звать вас туда на процедуры и разговоры, вы призадумаетесь, почему это происходит. Поэтому следите за этим всем в данный момент. Очищайте жизнь своего ребенка, потому что дети еще неразумные, они не понимают, что они делают. Но вы, взрослые люди, вот от этих вещей своих детей ограждайте. Далее. Если выкидываете хлеб, вина не на вас, потому что сейчас пекут и вообще готовят отвратительные, ужасно все продукты, которые мы покупаем. Я называю резиновые продукты. Иногда заходишь и оставляешь 3-4 тысячи, приносишь домой, и там практически есть-то ничего, непонятно. Да? Через несколько дней вообще это все выкидывается. Поэтому они пекут хлеб не очень качественный, и приходится, естественно, выкидывать. Ты этот хлеб уже на следующий день есть не можешь. Прежде чем выкидывать, поцелуйте хлеб. Просто поцелуйте, ложите в мусорный этот ящик или ведро и выкидывайте. Вы тем самым проявляете свое уважение, показываете, что вина не на вас, чтобы хлеб не обиделся. В древние времена так говорили, потому что хлеб
Или выносите, если у вас есть возможность, оставьте на улице бродячим собакам, кошкам. Но если у вас нет такой возможности, сделайте хотя бы это. Для того, чтобы хлеб в вашу жизнь все время приходил. Чтобы не обиделся. Вы же его выносите и выкидываете. Почему нельзя ночью выкидывать мусор? Потому что считалось, что если из дома выносишь что-либо вечером, то есть ночью, когда уже сумерки, то темные духи на том, что ты вынес из своего дома, могут наколдовать, что-то сделать, и твой дом может приходить неудача. Постарайтесь дома поменьше держать агрессивные цвета. Красные, это хорошо, конечно, местами, но когда красные обои, красная мебель, красные там, я не знаю, картины, красный ноутбук, агрессивные цвета держите поменьше, потому что агрессивные цвета очень сильно влияют на мозг и на детей. Особенно на их незрелое сознание. И дома может быть крики, разговоры. Очень многое зависит от вот этих агрессивных золотистые цвета, красные цвета и прочее. Они очень сильно влияют на мозг. Когда только желтые и зеленые стены, они тоже напоминают, знаете, такое ощущение, скажем, лечебного заведения, да, тоже не очень. Постарайтесь более такие тона коричневые, песочные тона. Они успокаивают мозг и дают сознание защищенности, покоя, какого-то, как вам сказать, спокойного такого быта и прочее, прочее. Но это мой вам совет. Далее. Можно ли называть детей именами усопших родственников? Можно. В древние времена так называли, считали, что этот родственник становится его ангелом-хранителем или его духом-хранителем, как хотите, и так и происходит. Если человек достойный, если человек прожил достойную жизнь, если у человека была, значит, более-менее хорошая судьба, если у человека было уважение, имя и прочее, называйте. Если человек прожил недостойную жизнь, есть магия имени, притягательность, тяга, то есть можете каким-то образом перетянуть его судьбу на своего ребенка. Посмотрите сами, но я считаю, что называют именем того человека, которого уважали и любили, не так ли? Что в древние времена так называли, чтобы его имя из рода не ушло, то есть чтобы воспоминание было о нем. Если дома родители ваши живы-здоровы, постарайтесь своих детей в честь них не называть. Почему? Потому что если дома два человека одним именем, один другого вытолкает. То есть один раньше помрет. Поэтому опасайтесь, чтобы дома были два человека с одинаковым именем. А если вы уже назвали, хотя бы для себя называйте иногда этого ребенка другим именем. Каким-то другим именем, которое, может, даже только вы будете знать, но вы его уже, грубо говоря, окрестили еще одним именем, а значит, он уже там не Петр, а Вася, например, да? Для себя. Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание тех сил, которые приходят лишнего забрать. Одинаковые имена желательно дома не иметь. Обязательно один из этих двух рано умрет. Итак, старые новые вещи. Постарайтесь, когда вы вешаете вещи, постарайтесь, чтобы новые вещи были сверх старых вещей. Потому что если старые вещи будут сверх новых вещей, вы все время будете жить старой жизнью, по-старому. Если вы хотите обновления жизни, перевешивайте все новые вещи сверх старых вещей. Все. Постарайтесь, чтобы вещи мужа не были повешены на ваших вещах. Он всегда будет брать вверх. Он всегда будет его слово проходить, его интересы будут соблюдаться больше в семье, чем ваши. Вот это тоже запомните. Пуся, молчи. Еще один секрет женщинам, если вы хотите серьезно поговорить с мужем, и вы хотите, чтобы было по-вашему, прежде чем зайти на кухню, возьмите с двумя руками, значит, за дверь, в гостиной, например, вы выходите из гостиной, к нему идете поговорить. А если вы идете куда-нибудь в другое место говорить, значит, в проходную дверь, там, двумя руками об косяк двери вот так упираетесь и говорите: волк идет овец драть, а я иду вверх брать. Идете с ним разговаривать, и будет решаться спор в вашу пользу. Это древний заговор, это не мой. Но я очень успешно пользуюсь. Так,
статуи богов, сувениры из Египта, из других стран и прочее, прочее. Очень опасно держать вам, товарищи дорогие, потому что если это Анубис, Анубис сопровождает мертвых в тот потусторонний мир. Если это Анубис, он будет выполнять свои функции рано или поздно. Он просто так там стоять не будет. Если это Баста, она, хотя богиня веселья, любви и прочее, прочее, но со временем Баста может перессорить мужа и жену. Если это агрессивное божество, например, то есть более свирепые божества Азии и прочее, прочее. Если вы не знаете, что это за боги, не хватайте за эти сувениры, не тащите их домой. Если они у вас есть, лучше отправьте знакомым ведьмам или людям, которые занимаются парапсихологией, там, колдовством и прочее, прочее. Не выкидывайте, опять же, вы их обидите, учтите. Поэтому если у вас есть такие статуи дома, и вы поняли, что от них уже исходит не очень благоприятное, да, там хатхор берут, например, ну, кого только не берут, не понимая даже, что за божество они привлекают домой. И со временем уже бывает поздно. Отправляйте или одаривайте людей, которые занимаются магией. Не выкидывайте, простым людям не оставляйте, не отдавайте, вы опять же их оскорбите. Только передав или передаривая людям с колдовским уклоном, вы можете от них избавиться. Так что задумайтесь над этим, потому что эти божества очень непростые и не для всех. Далее. Энергия кожи, мехов, золота и прочее, прочее, она привлекает, опять же, удачу и богатство. Лучше накопить долго и купить хорошую вещь, чем брать дешевую. Дешевая вещь, искусственная вещь будет вызывать у вас бедность. И вы всю жизнь будете носить дешевые вещи, искусственные вещи. Кроме того, постарайтесь не заходить в секонд-хенды, как бы вам этого не хотелось. Потому что если вы один раз зашли и взяли, вы всю жизнь будете вынуждены носить чужие вещи. Они носители такой энергетики. Еще есть такая версия, такой момент, что в моргах перед тем, как кремировать людей, снимают с них всю эту одежду, передают в эти секонд-хенды. Такое опасение высказывали и насчет париков, потому что не все женщины хотят лишаться своих роскошных волос из-за 2 копеек. И парики из натурального волоса люди носили, после этого у них начинались головные боли, всякие болезни и прочее. И парики из натуральных волос потом, как выяснилось, очень много сдают крематории, потому что там бывают смерти и молодых женщин, и это немало. Даже старых женщин волосы можно использовать, если их покрасить и обработать. Главное, что это естественные волосы, понимаете? Поэтому относитесь немножко с опаской и с недоверием к таким вещам. Мы не знаем, что это такое. Я помню, что один человек, который купил в секонд-хенде костюм, нашел в кармане, значит, талон на кремирование. И был весьма удивлен. Да, дальше. Вещи из кожи крокодила, зебры и прочее, прочее, дорогие друзья, они носители очень агрессивной энергии, поэтому тоже подумайте, вы потянете ли на такую энергию. Если вам подарили такое кресло, да, постарайтесь подальше от спальни поставить и прочее. От них веет агрессивной, сильной энергетикой. Поэтому люди силы любят окружать себя кожей, там, мехами и прочее, прочее, но они эту энергию могут повернуть в свою пользу. Вы даже не представляете, какая нужна энергия, чтобы жить в моей квартире. Какая нужна сила, чтобы тут жить. Вы не представляете. Приходят, когда ко мне люди, они говорят, что у них голова кружится. Они сидят у меня там час-полтора, у них кружится голова. Они начинают засыпать некоторые. Вот такое было состояние бывает у некоторых людей. Почему? Потому что все эти алтари божеств, они все берут энергию, они все питаются энергетикой. Тут одно божество, Фортуна, которое я вам рекомендовала, да, вы приносите ей кофе и прочее, и то вы чувствуете, что она здесь хозяйка, она здесь берет и забирает какую-то энергетику. Вот представьте, сколько их, и причем есть и агрессивные демоны, есть и статуи богов тьмы и прочее, прочее. И ведь не статуи это забирают, а силы, которые с ними приходят. Потому что мы взаимодействуем с демонами через статуи. Нам так легче. Мы видим, да, он похож на человека. Нам так легче сориентироваться, нам так легче
перестроить себя и общаться с ними. Поэтому учтите, что такие дорогие и такие мистические предметы, они не каждому под силу. У вас может головокружение быть каждый день, если у вас есть определенные боги, принесенные из других стран. Поэтому я вам сказала, что с ними делать. Очень может быть, что каждый день у вас будет головокружение, плохое самочувствие и прочее, прочее, именно на этой почве. Итак, старая посуда. Посуда, которая уже потрескалась, посуда, которая уже бледная. Особенно посуда, которая потрескалась, и вы из нее едите, выкиньте это к черту. Почему? Потому что у вас жизнь будет давать трещину постоянно. Не жалейте, выкиньте, у вас обновится жизнь. Потому что жадность фраера разгубила, да, если помните. Хорошая сувенирная посуда сохраняйте, естественно, но то, что у вас уже дает трещину, то, что у вас уже бледнеет эти цветы, цвета и все такое, их сохранять нельзя. Далее. Не продавайте подвенечное платье. Подвенечное платье – это ваша судьба. Даже если вы расстались со своим мужем, есть очень много ритуалов с подвенечным платьем. Можно ребенка положить на подвенечное платье, начитать и спасти от очень опасной болезни. Можно подвенечным платьем вылечить и прочее, прочее. Не продавайте подвенечное платье. Чаще всего ваши подвенечные платья будут покупать люди, которые хотят похоронить своих молодых дочерей в подвенечном платье. И вот ваше платье окажется на мертвой девушке под землей. А дальше уже говорить не буду, правда? А на подвенечном платье ваши волосы могут остаться, ваш пот, ваш запах и прочее. Не делайте этого, как бы вам этого не хотелось. Кольца от бывших браков переплавляйте и делайте из них другие, абсолютно другие украшения. Не носите их, не сохраняйте их, потому что они как кольцо, они как закрытое пространство в вашей жизни. Не сохраняйте такие кольца. Возьмите некую куклу или красивый блестящий предмет и повесьте при входе в дом. Прям такой предмет, на который вот останавливается глаз, вот резко заходит и сразу смотрит на этот предмет. Этот предмет берет сразу и зависть, и злость, и злой глаз человека, который к вам зашел, на себя принимает. Через некоторое время он начнет бледнеть, он начнет портиться, вы его выкиньте и туда повесьте другой. Ну, куколку какую-нибудь, ракошку, не знаю. Ну, что-то такое, что будет сверкать, прям привлекать глаз. Почему от глаза детям вот эти булавки с блестюльками, значит, надевают, да, на рубашки? Потому что оно сразу берет вот этот вот удар на себя. Энергетический злой взгляд, это настолько сильная энергия, это посыл такой злой и неприятный, который может, привести не к хорошим делам. Например, человек приходила, которая хвалила, у меня был светильник красивый. Ой, как он красивый, какая-то красота. Через некоторое время он просто сгорел. Так что вот учтите. Фонтан. Держите дома фонтан. Фонтанчики маленькие, они оживляют пространство, дорогие друзья. Их включайте временами, и будет просто такое, знаете, оживление пространства. Пространство должно оживляться. Особенно мы живем на бетоне, мы не берем энергию ни с воды, ни с воздуха. У нас все искусственное, все пластмассовое, все пластилиновое, все бетонное и прочее. Мы в закрытом каком-то пространстве живем, и энергетики нам не хватает. Именно поэтому берите эти фонтанчики. Этот круговорот воды очень сильно оживит вашу жизнь. Далее. Стоящие часы выкидывайте, как бы они вам не были дороги. И маленькие, и большие. Если вы их починили, и они все равно не ходят, выкиньте, потому что это плохая примета. Возле часов не фотографируйтесь, потому что вы фиксируете определенное время. Время какого-то нехорошего происшествия. Часы, естественно, не дарите, я уже это говорила, потому что вы останавливаете время вашей дружбы. Кому я дарила часы, мы обязательно с ними расстались. Не обязательно врагами, кто-то куда-то переехал. Постарайтесь не дарить книги. У очень многих, я уверена, забирали книги, а потом, понимая, что вы про них забыли, так и обратно не возвращали. Это половина беды. Когда вы дарите книги, очень большая вероятность, что вы с этим человеком расстанетесь. Далее. Если вы участвовали на похоронах, о похоронах я отдельно поговорю, хотя уже снимала про это, я еще раз сниму как-нибудь, потому что просили. Если вы участвуете на похоронах, у вас есть черное платье, там и прочее, и платок на этот случай, храните на балконе, не дома.
Пусть у вас будет вот это балконное помещение, даже если у вас балкон слитный там с домом, сделали вы какую-то там веранду, храните там. Чтобы энергия этой смерти, энергия этого плача не было дома. Если постучались в двери, за дверями никого нет, не открывайте двери. Это не обязательно воры, это может быть беда. Беда иногда стучится в двери. Бывали моменты, когда стучались даже в ворота, и человек открывал, там никого не было. В частности, мой дед так сделал. И впустил в свою жизнь свою смерть. И последнее, что я вам скажу, пока память хватает. Кормите домового. Он ваш хозяин, он ваш хранитель. Он тот, который приносит в вашу жизнь удачу, который изгоняет ненужных духов. Он трудится в поте лица. Говорите с ним, благодарите с ним, дайте ему имя. Оставляйте ему молоко, оставляйте ему конфеты. На следующий день можете это все вылить и выкинуть, потому что это обесточенное. Потому что, еще раз напомню, что духи питаются молекулами еды, запахом и ароматом. А мы питаемся именно едой. Вот в чем разница. Кроме того, домовой очень хорошо признает и чувствует энергетическое зло, исходящее от человека, который к вам пришел домой. Хотя вы его не видите, но домовой его будет изгонять. Ему будет здесь некомфортно. Со временем он перестанет ходить в ваш дом. Он оберегает ваш дом от воров. Если вы хорошо обращаетесь с домовым, у вас никогда не будут ломаться предметы, они будут служить вам долго. Чайники, кипятильники и прочее, прочее. Кормите его, благодарите, поощряйте, давайте ему дом охранять, попросите. Вот я ухожу, ты охраняй наш дом, наше имущество и прочее, прочее. Всем удачи, всех благ. Я надеюсь, что эта лекция вам пригодится.